Владыка миров, дар человечеству во спасение. Проводник Ольга. Этого канала «Новое пробуждение человечества» есть чаты в Telegram, где идут прямые эфиры. Ссылки в описании. Видео содержит прямую передачу. Слушая это внутренним звуком души, утверждайте благодарность тебе, свободная Терра, единение, освобождение. Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Мир, пробудись, прах эго отряхни, и мысли новый путь открой, и чистый, и прямой. Наше приветствие миллионам слушателям. И понимание того, что те миллионы обязательно эту мудрость, эту ясность передадут великому множеству тех, кто находится на этой планете. Тем, кто стремится, у тех, у кого есть какие-то трудности, какая-то закрепощенность, где нет ощутимости радости, свободы, где изобилие и денежные дивиденды не так усиленно свободно проявлены, как необходимо для самой жизни, для проживания. Мы обращаемся ко всем вам, думающим, которым стало привычно быть человек. Человек – всего лишь человек. Но ведь каждый из вас знает, что в ваших сердцах находится тот огонь, то трехлепестковое пламя силы, мудрости, любви, самого Создателя. Самого Создателя. Самого Создателя. И оно питает вас всегда, и питало вас, вы просто о нем не вспоминали. Что дадут эти вспоминания многочисленности вам? Это усилит вашу настоящесть божественности в вас. И божественность, она явно проявлена у каждого из вас, и вы об этом знаете. У вас есть физическое тело, оно состоит из молекул, атомов, которые также наполнены энергией. У вас одно физическое тело, и в вас есть 3 энерготела. И понимание того, что сила, которой вы пользовались, которой по забывчивости привыкли пользоваться только этой силой физиологической, человек. Она гораздо меньше, чем та настоящесть того огня силы, огня знания, огня мудрости, огня любви. Она есть у вас, и она гораздо больше. Ваша наука уже это доказала, что у вас есть 4 нижних тела, одно физическое, 3 – это энергия. И они доступны. Это ваша составляющая, это часть вас. У вас же есть то понимание, что у вас 2 руки, и обе они доступны вашим помыслам. Ваша мысль двигает, поднимает руку, опускает, делает какие-то движения. Это мыслью вы их двигаете. Также мыслью, словом, намерением вы можете касаться своих 3 энерготел. Это ваши те центры силы воли, которую вы отвергли когда-то. Кто-то отверг, кто-то позабыл, кому-то вредоносно внедрили другую программность, которая убеждала, что человеку это недоступно. Вот правительству, вот религии, вот еще кому-то это доступно, а человеку недоступно это понимание. Но ведь вы можете четко рассматривать свою руку, взять рукой тот предмет, передвигать свое тело. Мысли передвигать все тело, также передвигаются энерготела в вас. И это поможет вам их активировать и объединить эту силу. Ибо в разрозненности, думая только о физическом теле, вы разъединили самих себя. Сознание от энерготел. А когда вы их объединяете, так как, концентрируя луч солнца, он может прожечь любую даже плоскость дерева, давать тепло и силу. Сила происходит в единстве с концентрацией. И ваши тела, когда ваше сознание это принимает, и когда вы это утверждением, намерением как можно чаще утверждаете, эти намерения переходят в моментум. В силовой аспект вашего сознательного, подсознательного и бессознательного соединения, который также начнет одновременно соединять ваши энерготела, энергоцентры. И помогает этому ваше врожденное то сознание,
элементал сознания интуитивности. Это тот один из тех даров, которыми так щедро наделил Творец человек. И сознание элементала тела врожденное, оно возрождается вместе с приходом вашего первого вдоха, когда вы впервые вдохнули, придя сюда. И это сознание, в какие-то времена нигилизм, и вся та система, которая управляла человечеством, они это очень хитро завуалировали, закрыли. Но вам нужно это принять как истину. Ибо тогда вы обретаете не только эту силу. Вы обретаете мудрость, знание и ту безусловную любовь, которую также может усиливать, защищать и освобождать от всего нигилизма прошлых воплощений. Вот этот врожденный элементал сознания тела, с которым при рождении получаете. Оно невидимо физическому взору. Очень часто могут показать примером, что оно существует. Если у родителей уменьшена суицидная энергия, и их желание создать семью есть в сердце, то рождаемые дети, они видят это. И до полугода, и у каждого по-разному, бывает 1,5, есть разность в этом. Такие дети видением обладают. И это видение дает им такую возможность держать в единении физиологию и энергию ту, настоящую. И вот эти дары, которые вы считаете одаренностью, это дар удерживающий, умножающий одаренность. Поэтому очень много сейчас детей, которые вас восхищают. Они могут рано, в 5, 6, 8 лет, петь необыкновенными голосами, играть, делать спортивные трюки. Очень большая их разновидность. Но вся задача сейчас стоит для тех ораторов, которые хотят нести истину. Что реально, невзирая на то, что где-то это уже подзабыто, где-то потеряно, где-то еще что-то произошло, реально его восстановить. Восстановить вот это единение, понимание физиологии человека с той внутренней божественностью, с тем сердечным пульсом, который изначально есть в сердце, и с этим элементалом, врожденным. И если действовать и проживать с уровнем вот этого понимания элементала врожденного и энергии божественности, тогда происходит возрождаемость той силовой программности, с которой приходит дух, душа, в это воплощение. И многоизменяемостью, которая сейчас происходит на планете, реально восстановить и начать возрождать эту изначальную силу, дарованную Творцом. И она находится в разностях вас, но первично. И оно очень много было передано многочисленными владыками. И здесь, сегодня, сейчас, владыка миров, архангелы, ангелы, через эту сущность, которая озвучивает это все. Этот канал, название его метафизическое, новое пробуждение человечества. Он имеет огромное смысловое значение. Это было предложено этой сути, и она это приняла. И это добровольное ее принятие. И самое важное здесь, что нужна та непомерная честность, та высота собственной силы, и тогда это звучит тем звуком Бога в вас. И вот эти произношения, слушать сердцем, это Бог в вас пробуждаемостью своей, пробуждает в вас тела, энерготела, вашу структуру, ваши клетки, атомы. Процесс взросления ускоряется. Ускорился ритм планеты, и это все в единстве, об этом множеству из вас уже известно. И тогда в этом понимании это начинает приходить в тот истинный ритм. Истинный ритм – небо, человек, земля. И сердца тогда быстрее охватом своей полноты вот этого понимания, сердца начинают переходить в этот ритм. Сердца переходят в этот ритм, ритм созидания. И главенствует здесь это магическое слово. Слово, которое безгранично. Слово изначальное. Не просто слово, это слово действия. Действие Миеира, Миеира, Миеира. Это действие единения сердца с планетарным звуком. И этот прорыв весной, в это время, он более быстрым может быть, более ясным, проявленным для множества жителей этой планеты. И это слово Миеир, Миеир, Миеир. Ибо это созидание. Это слово действия, это октава самого высокого звука.
И она тогда быстрее исцеляет, оздоравливает умственные способности, выравнивает окружность мозговых волн, уходит хаотичность, происходит выравнивание. И это выравнивание также усиливает дыхание. Все начинает меняться. Это изменение может быть только тогда, когда есть добровольно честное, искреннее, настойчивое такое вдумывание в себя. Я выбираю Меир. Меир. Меир изначальный. Я хочу этим быть и этим усиливать самого себя. И этот посыл помогает давать ваше обращение к самим себе, интуитивность. Интуитивность, она больше всего сохранилась у множества человечества произносимостью своей. Потому что, невзирая ни на какие программы пребывания человечества в разных столетиях, это состояние не было до конца никогда потеряно. Интуитивность – тот звуковой, внутренний световой звук, который все по-разному слышат. И понимают четко, что это правда, что это истина. Что это именно звук того изначального Меира. 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 И чтобы это происходило более плавно, более быстро, необходимо первично раскрыть этот волевой центр, горловой центр, это область гортани. И то солнечное единение – это волевой центр силы, солнца. И когда эти два центра, их можно объединить произносимостью, утверждением, желанием, чистотой. И все практики здесь переданы, в этих передачах на этом канале «Новое пробуждение человечества», как это сделать. Но усиленно добавляя в эту весеннюю пробуждаемость интуитивность. Интуитивность – это тот знаковый момент, который пробуждает все. И моя интуитивность, моя согласованность, внутренние мои силовые аспекты, мои внутренние честные желания, моя системность слышит и слушает только ту часть себя, которая двигает мою саму жизнь. И это и есть эту интуитивность в единстве с элементалом сознания тела, врожденного. И это та сила, это те возможности, которые реально в этот период времени принять и осуществить глобальную изменяемость сознания планетарного. Для этого понадобится как можно больше честных, истинных проводников. И этой передачей мы даем такой посыл на приглашение, на пробуждаемость тех проводников-силовиков световых существ, которые смогут это познать, принять и своей вот этой силой пробудимостью нести это дальше. Для многочисленных существ, в которых есть божественная душа, и которые смогут добровольно спасти самих себя и спасти планету от всех чудовищных нагромождений, которые как-то монтируют нигилизм, эти оставшиеся падшие ангелы. И только по той причине, что множество и тех силовиков световых находится, тот звездный посев на этой планете, который сможет это остановить и дать отпор той темной горстке тех правителей, где они внедрились, в правительстве, в религии, образовании, медицине, где необходимо это остановить. Возможности, которыми обладает существо, называемое себя человек, не ограничены, в котором есть изначальный огонь Создателя, огонь Меира, пробуждаемости. И призывая таких существ, даем посыл пробуждаемости их сердец, их интуитивностью. И не спешите закрыть это, остановить не дослушав, а начните просто настойчиво, искренне, честно утверждать интуитивность, врожденность, настоящесть. Те слова, в которых нет лукавства, лицемерия и нигилизма. Утверждать силовым звуком собственной свободной гортани и солнечным единением. Это даст очень сильный подъем огромному количеству существ. И всегда нужно помнить, что когда бы вы не хотели изменить что-то в своей жизни, улучшить ее, обезопасить, сделать ее радостней настойчивостью. Таким образом, вы одновременно касаетесь планетарной той силы, которая на искреннюю честность настоящую тут же может отвечать.
И сейчас, учитывая то, что происходит на этой планете, разрушительные действия, при этом усиленно все сконцентрировано на остановке этих взрывных устройств. Ядерность находится под угрозой. Не будет спасения никому. И если у кого-то какое-то сознание еще кричит о том, что он может где-то спрятаться, ядерность понесет разрушение очень большого количества биохимического оружия, химического, биологического. То, о чем правительство и те, кто ими управляет, держат в тайне. Вся Океания сейчас выходит на ту сопротивляемость уничтожению жизни на планете. Глобально везде и всюду первичен сейчас спасительный акт всего, что происходит на планете, это мир. 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 И своим сознанием вы сможете многие, чьи сердца откликнутся, вы сможете и остановить, и поменяется сознание тех правителей. Усилит пробуждаемость сознания тех правящих существ, которые находятся у власти. Все это взаимосвязано. Все зависит от вашего каждого, ваших слов, ваших помыслов и вашей пробуждаемости. Ваша пробуждаемость находится на грани касания этого миира. И весна – это самое большое, самое мощное действие, которое происходит в самой природе, на планете. Это тот цикл движения, который может сдвинуть с тех парадигм, с тех оснований, к которым уже, казалось бы, привыкли, казалось, все безнадежно. Реально это сдвинуть, и именно сейчас. Множеству из вас, как кажется, нужна подготовка. Самое важное – это признать вопреки всем ложным непонятным обучениям, непонятному почитанию всего ложного, сброс этого всего. А выйти на свой интуитивный, сердечный звук, прорыв проговоров в себе, внутри себя. Вернуть внутренний проговор. Он сейчас, в весеннее равноденствие, весенний период, он будет самым активным. Такая активность интуитивного подъема в этой галактической системе впервые. И поэтому обращение идет настолько могущественно, что успей раскрыть это трехлепестковое пламя. Зажечь его, усилить и понести этот факел свободы. Факел свободы. Факел свободы в собственном сердце. Как можно быстрее, как можно громче, в собственном произношении. И передачи для множества других. Также вспомогательная сила, от которой человеческое понимание было отвергнуто, это природа. Понять, что она живая. И сейчас, при таком разрушении, и вместе с тем, она готова, продолжает служить божественному началу. И объединяя в себе понимание, что природа и божественность внутренних интуитивных составляющих единения, это даст также порыв силы, новизны. Когда этот порыв есть, тогда быстрее уходит ложное. И ложность всегда звучит «захватить чью-то территорию». И в телах это тоже происходит. Вторгаются один в другого, энергии смешиваются, тела не выдерживают такого нарушения, так же, как и природа. И если индивидуально, усиленно интуитивностью, в единстве с врожденным сознанием, сердцем, волевым центром и центром солнечной воли, в единстве с природой, эта пробуждаемость реальна. Реально. Реально. Это свободное восхождение, освобождение сознания другого уровня, другой измеряемости, реально сейчас. И множество это доступно будет в этот период времени. Вступай в ряды силовиков света. Вступай в ряды силовиков света. Вступай в ряды силовиков света. Выбирай путь сердцем, сознательно. И вступай в ряды силовиков света, свободы, изобилия, миира. 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 Что будет способствовать всему этому ускоренному пробуждению, это полное принятие, что мииром правит Бог живой. Ни один рецидив, ни один падший ангел, никто из них не может управлять, и они бессильны. Это понимание должно стать основой множества вас. Они бессильны, только вы им даете силу.
Они внедряют, и вы боитесь, испытываете страхи, закабаленность, какую-то загроможденность. Это то, что является как все. Это первично, как все. Когда индивидуально вы хотите быть собой, вы очень быстро это разрушаете. Оно как автоматически происходит. Индивидуальность создана изначально. Ни одна планета, ни одно созвездие не похожи друг на друга. Везде есть различия. В этом ваша мощь, в этой индивидуальности. И в этом непомерная мощь и красота, и настоящая божественность. Не лицемерно, не сфабрикована религией, какой бы вы религии ни относились. Найдите настоящую божественность в своих сердцах и поднимите ее. Дайте ей жить. И вы, наконец, испытаете радость самой жизни. Вы, наконец, поймете, что вы являетесь этой составляющей силы света. Вы изначально являетесь, и были, и остаетесь этим. Поднимайте свой взор в небеса, вглядываясь в свои сердца. И это реально, и это возможно здесь и сейчас. Это весна. Весна. Весна Меира. 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 Она звучит. Она звучит так настойчиво в ваших сердцах, в вашем волевом центре и в солнечном центре силы. Мерность планеты изменяемая и очень явно проявлена. Возвращая свою силу, возвращая свой свет, вы растворяете ту тьму, которую вы натворили за предыдущие столетия. Вам это под силу. Вы это можете. Утвердите это себе. Я есмь владыка миров. Я есмь владыка миров. Я есмь владыка миров. Передано через проводника. Это ваш шанс. Воспользуйтесь им. Каждый, пробудись. Восстань божественность внутри каждого сердца. Уникальный, практический курс «Дельфины». Проводник Ольга. Курс содержит прямую передачу, в этом его сила. Все уроки этого курса, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала «Новое пробуждение человечества». Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Благодарность наша непомерна творением Творца, Сириуса, дельфинам и китам. Они, незримо обучая нас любить самих себя и все творения Создателя. Курс «Дельфины» — это радость неземная. Прямые передачи «Владыка миров», Элохим, Архангелы, световые цивилизации Сириус, Плеяда, Андромеда, Арктура и дельфины и киты. Настоящая активация божественности, изобилия, в единении, осознанном принятии денежного изобилия. В ускоренном режиме способствует поднятию в себе божественности. Усилить безусловную любовь. Активация чакровой системы. Восстановление баланса женской и мужской энергии. Гармонизация. Исцеление понимания любви на уровне элементала сознания тела, врожденное. Техники выравнивания внутреннего позвоночника. Вертикальное дыхание, способствующее синхронизации правого и левого полушария. Восстановление вибрации собственного голосового звучания. Освобождение рассудочной части. Воссоединение с божественной основой. Техники усиления интуиции первого чувства.
Открытие нитей ДНК. Принимая сердцем чистый свет в честности, возможно совершить мощный прорыв. Усилить магнетизм в себе, принимать потоки 5D. Решайтесь. Нет возможности откладывать, воссоздать силу божественности в себе. Важность этого обучения в том, что честное принятие даст возможность передавать мудрость другим. Все это глобально для всех и касается каждого. Важно сейчас действовать честно. Спасаем самих себя в единстве. Ясности, решительности всем. Приглашаем всех к познанию силы, божественности в себе. Уникальный, практический курс «Дельфины». Вопросы и запись по номерам в описании.